Сегодня мы поговорим о том, как остановить атрофию желудка с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Атрофический гастрит – это вариант гастрита, при котором происходит атрофия клеток слизистой желудка. Что это значит? В слизистой оболочке развивается воспаление. Она истончается, происходит потеря желудочных желез. Вместо них возникает соединительная ткань или клетки, которые должны находиться в другом органе, например, в тонкой или толстой кишке. Такой процесс называется метаплазией. Какая бывает метаплазия? Псевдопилорическая. Клетки желудка, которые секретируют соляную кислоту и пепсин в теле желудка, замещаются на клетки, которые секретируют слизь. В норме они также находятся в желудке, но должны быть в антральном отделе желудка у входа в двенадцатиперстную кишку. Кишечная метаплазия. Клетки желудка замещаются клетками кишечного эпителия. Она бывает полная, тонкокишечная, вместо клеток желудка эпителий тонкой кишки, неполная, толстокишечная, эпителий толстой кишки. Если метаплазия в одном участке желудка, ее называют ограниченной. Если в двух – обширной. Если процесс развивается, может развиваться дисплазия. Структура нарушается, строение клетки становится неправильным. Такое состояние нужно отслеживать, поскольку повышаются риски злокачественного процесса. У вас возникнет вопрос: если есть атрофический гастрит, он превратится в рак? Или это предраковое состояние? У людей с атрофическим гастритом риск онкологии действительно есть, но это не означает, что атрофия превратится в опухоль. По статистике, атрофический гастрит без метаплазии – риск рака желудка 0,1%, кишечная метаплазия – 0,25%, легкая и умеренная дисплазия – 0,6%, тяжелая дисплазия – 6%. Если учитывать все стадии, то риск рака при аутоиммунном гастрите – 0,3%. При гастрите, вызванном бактерией Helicobacter pylori, не более 1%. Это означает, что в 99 случаях из 100 рак вам не грозит. Почему возникает атрофический гастрит? 95% случаев – это бактерия Helicobacter pylori. 2% случаев – это аутоиммунный процесс. Как он проявляется? Желудок вырабатывает меньше соляной кислоты и пепсина. Часто атрофический гастрит вообще не дает никаких симптомов. Но при аутоиммунном гастрите может развиться анемия, железодефицитная или B12-дефицитная. Обследование при атрофическом гастрите. Первое. Анализ крови на пепсиноген-1 и пепсиноген-2. Это поможет предположить наличие атрофии и ее локализацию. Второе. Антитела к париетальным клеткам и внутреннему фактору Кастла, если предполагается аутоиммунный процесс. Третье. Исследование на Helicobacter pylori. Четвертое. Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией. Биопсия в данном случае необходима. Она берется не только для того, чтобы удостовериться в атрофии, но и для того, чтобы определить ее стадию. Биопсия берется по Сиднейскому протоколу, 5 фрагментов из разных отделов желудка. Что теперь делать? Можно ли остановить атрофию и как? Первое, что нужно сделать – лечение от Helicobacter pylori при подтвержденной инфекции. Если сделать это вовремя, атрофия может остановиться. Мало того, бывает, что слизистая желудка после лечения восстанавливается полностью. Проведение радикационной терапии снижает риск прогрессирования атрофии и, соответственно, рака. Кроме этого, желательно ограничение алкоголя и отказ от курения. Специальная диета не нужна, достаточно придерживаться обычного здорового рациона. Других доказанных методов лечения нет. Против аутоиммунного гастрита тоже не разработана терапия. Что еще нужно делать? Проходить эзофагогастродуоденоскопию, чтобы не упустить злокачественный процесс. Нужно ли это и как часто? Обсуждается и решается с каждым человеком индивидуально. Все зависит от стадии заболевания и факторов риска. Если у вас обнаружился атрофический гастрит, это не приговор. С ним можно жить долго и счастливо. Избавиться от аутоиммунного гастрита, к сожалению, не получится. Но прогрессирование атрофии при нем очень медленное.
Поэтому, не забывая про своевременное наблюдение в зависимости от стадии, с ним прекрасно доживают до глубокой старости. А вот переживать и морить себя жесткими диетами не нужно. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!